Вот вы спрашиваете, да, кем работать, девочка красивая, вся такая ухоженная. По-любому она предпочитает ходить именно к русским девочкам. Имея скиллы такие, наподобие вот как покрасить, сделать ногти, эпиляция, никогда не пропадете. Я знаю многих русских, которые переехали в Америку, занимаются вот этой вот штукой. В Австралии очень много русских работают, на Бали. Heat a little bit. Окей. Если что, я не работаю. Я просто крашу маме Алмера волосы, потому что меня попросили. Вот вы спрашиваете, да, кем работать за границей там, и так далее. Вот на самом деле посмотрите на отдыхе на пляже, кто самые красивые девочки, самые намарафеченные, там, с маникюром, с мейкапом, с укладкой какой-то, с ресничками. Кто? Русские. На самом деле, если вы пойдете куда-то в кафе и сидит девочка красивая, вся такая ухоженная, по-любому она русская, вот 100% русская. Можете не 99, ладно, не 100. Просто сейчас возможность такая, интернет дает развивать свою страничку, продвигать свое дело. То есть обучились какому-то курсу, переехали в любимую страну и, пожалуйста, делайте услуги. Кроме того, в телеграм-каналах, в Фейсбуке там, и так далее есть паблики, люди, русские на Бали, русские в Америке, русские там еще где-то, полно таких. Просто заходите в эту группу, говорите: эй, привет, я такая-то, такая-то, я делаю там маникюр, я делаю реснички, я делаю. И все, и у вас будут клиенты стопудово. Так, давайте посмотрим в Инстаграм, кто у нас есть за границей. Допустим, вы хотите ехать на Бали. И, допустим, вы делаете эпиляцию. Эпиляция Убуд. Эпиляция Убуд. И вот запросы. Шугаринг Бали. Русская девочка делает шугаринг. А пусть вот это будет другая девочка. Брови, маникюр, ресницы. Делает все. Далее. Например, не знаю. Сделаем эпиляция. Пусть будет Нью-Йорк. Нью-Йорк. Естественно, так будет писать русская, да? Такой хэштег. Ну, допустим, это. Пожалуйста, русская девочка делает эпиляцию в Нью-Йорке. Далее. Что еще может быть? Маникюр. Маникюр. Пусть будет Париж. Маникюр Париж. Что у нас здесь? Ну, пусть будет вот это. Марина Нейлс Париж. Маникюр в Париже. Русская девочка делает маникюр. Вы сейчас подумаете, что я всех призываю обучиться маникюру, эпиляции, там, ресничкам и поехать куда-то. Нет. Просто на самом деле многие задают мне вопрос, типа, а чем заниматься? Я вот тоже хочу переехать, но я не знаю, что делать. Если вы не нашли реально свою нишу, и вы можете заметить по моим видео о том, как я там красила и эпиляцию там Алмеру делала, что я не знаю, как это делать. И я не работаю, в смысле, этим, я не зарабатываю этим, у меня другая ниша. Это как бы предложение такое. Столько всего, чему можно научиться, курсов полно там по всем этим бьюти-процедурам. И обучиться этому не так сложно. То, что я знаю, это я знаю только на уровне того, что мы друг друга там с подружками красили или эпилировали, маникюр делали, и все. Я сама за границей
Да, как видите, наверное, по мне, я не пользуюсь всеми этими бьюти-процедурами. Я не из тех, кто... И вообще я сейчас работаю над собой, над своей самооценкой, о том, что показывается такой, какая есть, и опухшей там и так далее. Нет, я не за бодипозитив, конечно, и с другой стороны, я не буду говорить, там, если у кого-то там ноги волосатые, не буду говорить, там, фу, как противно, сбрей это. Нет, но сама предпочитаю делать эпиляцию у кого-то, у знающего человека, потому что и делать саму себе это не так просто. Не во всех зонах просто, вот так вот скажу и закрою эту тему. А так я пользовалась услугами, да, эпиляции и искала. В Анталии я искала в Инстаграм. И, кстати, много отзывов я читала о том, что реально турчанок не очень любят, говорят, что они неаккуратные. И предпочитают, наши русские девочки предпочитают ходить именно к русским девочкам. И в том числе про Америку, про Европу то же самое могу сказать, что местные предпочитают ходить к русским, потому что считают, что русские более аккуратные и качественнее делают, чем местные, может, не местные, там, не знаю, в Америке, да, мексиканки. Не знаю, как на самом деле, но вот как я слышала, как я читала, как я узнавала от других, что русские специалисты ценятся. И русские специалисты дороже. У меня подруга хотела пойти это было в Солт-Лейке, по-моему. Она искала эпиляцию, и эпиляция у русской девочки была дороже, чем у других там мексиканцев, наверное, я не знаю у кого. В общем, так. И так, точно так же про Европу я слышала. У меня парикмахер была долгое время, к ней ходила, и она переехала в Германию и работает теперь там. И она сказала, что небо и земля, я не зашиваюсь так, как зашивалась в России, и получаю прилично, и могу жить, отдыхать по полной. В общем, как-то так. Если вы еще не нашли свою нишу, а очень хотите переехать куда-то в другую страну, не знаете, куда податься, просмотрите эти варианты. Чем не способ заработать? А на Бали я, когда делала фитнес-тур, я подписалась на телеграм-каналы именно балийские, что мало ли что, узнать как бы проще у русских, чем у местных там. И там очень много на самом деле услуг. Все. Люди продают друг другу, люди делают маникюры и эпиляции там друг другу за деньги. И они в том числе делятся контактами и так далее. То есть развивайся не хочу в своем направлении, если вам это нравится. И найдите свою нишу и дерзайте. Все, пока-пока.